Всем привет! Нон-блог вернулся, и я направляюсь сейчас на стадион Гейтсхеда. Стадион примечательный, в общем, один из самых лучших. Вот у кого не спрошу про Гейтсхед, все говорят: плохой стадион, сори, что вам придется провести там время. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Пока что я нахожусь в Ньюкасле, нужно перейти мост через реку Тайн, и на другой стороне будет Гейтсхед. Ну и там еще надо будет пройти некоторое время до стадиона. Я не так много знаю про Гейтсхед, и то, что я о нем знаю, я в основном знаю от своего друга, который болеет за Гейтсхед, при том, что живет не здесь. Не могу сказать, что я с детства за Гейтсхед. Познакомился с этим клубом в 2018 году. Я что-то листаю ленту, смотрю, что на тренировку команды вышло 6 или 8 человек. Я, естественно, заинтересовался, захожу, смотрю, что у клуба бедственные времена. Ну, а я как человек, который болел в России за черно-белый клуб, который постоянно испытывал какие-то трудности, для меня история Гейтсхеда на тот момент показала, что это вот родное, близкое и понятное. Ну и с тех пор начал смотреть, последовать за результатами команды, в основном, естественно, через Спорт, потому что с трансляциями игр 5-6 дивизиона сложно у нас. Но вот, кстати, когда Гейтсхед выполз в плей-офф, играя с Бостон Юнайтед, когда схлестнулись тогда, спасибо ребятам из ВК сообщества Бостон Юнайтед, которые как раз купили права на трансляцию и ретранслировали себя в ВК-группе. Даже обзавелся мерчем абсолютно случайно, когда в одном из петербургских секонд-хендов случайно нашел Олимпийку, разворачиваю ее, а там оказывается Гейтсхед. Ну, это все судьба. Но это, как говорят, не ты команду выбираешь, а команда выбирает тебя. Так, ну, наконец-то я выхожу на мост. И сейчас дойду до Гейтсхеда. Ну что ж, внимание, торжественное событие. Мы пересекаем Тайн и оказываемся в Гейтсхеде. Не вижу пока указателей, что город поменялся, но вот написано Southside, южная сторона. В общем, это и есть Гейтсхед. Не очень понятно, куда идти, но у меня, кажется, есть, как говорится в Алисе, белый кролик. Следуй за ним. Мы сейчас будем перебегать все дороги, я абсолютно уверена, потому что англичане всегда так делают. Я стараюсь так не делать, но мне сейчас главное не отставать от этого человека, он точно знает, куда идет, в отличие от меня. Ну, чемпионат только начался, поэтому у всех там примерно одинаковое количество очков. Гейтсхед на 19 месте, у них 3 очка, а там Уорд, сегодняшний соперник, на 16-м, у них тоже 3 очка. А вот и указатель на стадион, смотрите. Правильно идет. Ньюкасл на самом деле красивый город, а вот про Гейтсхед пока такого сказать не могу. На любителя, я бы сказала. Так, все очень индустриально. Вид с этого моста, конечно, похуже, чем с моста через Тайн. Ну вот и он, стадион. Кстати, именно из-за этого стадиона Гейтсхед в 2024 году не пустили в заслуженный плей-офф за выход в лигу. Но вовсе не потому, что он якобы плохой. The EFL rules stated that you must have a 10-year tenure to be able to continue into the English Football League proper, i.e. Division 2, Division 1, whatever. Because we had less than 10 years, it didn't fit the criteria. Gateshead Council did back the club by saying, did they get into the EFL proper, they would try and ensure that Gateshead's tenure would be extended. But the EFL didn't think this was enough. After going through legal processes, it was decided not to allow them to play in the playoffs. People were very, very quick to blame Gateshead Council and say you've thrown Gateshead Football Club under the bus. I'm not defending the council, but there was more to it than that. I believe they were in the process of selling the stadium at the time, so there was more to it than that. But that was absolutely gut-wrenching because I genuinely believe we would have got promoted that year. And I think that we all thought, oh, we'll do it next year. That was never going to happen. That was our moment, and unfortunately, you know, the grace of God wasn't with us, and it didn't happen. So it's a shame, but
we're still here. The football club still survives, and the people around it are still good. And that's all that matters, really. Вот я и внутри. Билет стоил 22 фунта, можно кэшем, можно картой. Ну, в общем, нормальная цена, мне кажется, для национальной лиги. Пока закрыт магазин с мерчом, вот что обидно. Я думаю, таких стадионов в нон-лиге вы еще не видели. Беговые дорожки. На самом деле, этот стадион был построен в 1977 году и изначально был ориентирован не на футбол, а на легкую атлетику и всякие другие виды спорта. В общем, амбиций было хоть отбавляй. Но вот сейчас здесь играет Gateshead. Футбол здесь смотреть не очень удобно. It's unique. Away fans bloody hate it. And actually, it's not a football ground, it's an athletic stadium. It holds 11,700 people. We get crowds of about 1,000, but I like it. It's got character, it's unique, and it's what I call home, I suppose, for Gateshead. I would love a little compact 4,000-seater stadium where you're dead close to the pitch. If there's anyone watching who wants to put money in and buy us that, then do it. But yeah, it is unique, but I like it for what it is. Итак, у нас 1-0. Второй тайм. Я поднялась повыше. Где барабан, там жизнь. Вы сами знаете. У нас тут на поле появились незаявленные игроки. Чайки. Unfortunately, we land in between Newcastle and Sunderland, who are now moving into the Premier League. But the amount of football talent that's in the area, apart from Gateshead and Newcastle, you've got Hebburn, you've got Blythe Spartans, you've got South Shields. The competition for fans is just immense. Again, Gateshead has been cut into sections where I think Gateshead has lost its identity as a town or as a borough, and trying to encourage these fans back to the stadium, which Gateshead don't own, by the way, it's very difficult because, as I say, you've got Newcastle on the doorstep, you've got Sunderland on the doorstep. We really need to find an identity for Gateshead Football Club. That's the one thing that I love about this level of football. We have a rivalry with Blythe Spartans, but we'd be like, oh, hi, are you okay, how are you doing, sort of thing. That's what football should be about, and that's what we love. But yeah, Blythe Spartans are our main rivals. Не очень понятно, где арбитр за 6 минут, чтобы добавить ко второму тайму, но здесь недовольны люди, кстати. Но вот не зря были недовольны, сейчас совершенно неожиданный гол влетел, Тамборд забил. Что это такое было сейчас? Выиграли! Сейчас мы едем как раз с болельщиком Гейтсхеда посмотреть на Ангела Севера, который как раз изображен на эмблеме Гейтсхеда. Скульптура Энтони Гормли. Посмотрите, какая красивая. Вообще, по идее, она должна быть видна отовсюду в Гейтсхеде. I remember the day when it was installed. Sorry? I remember the day that it was put Installed. up. Yeah, a long time ago. I was still living in the northeast at the time, and
to see it being put together was just amazing. В общем, мы поднялись к Ангелу Севера, и можно даже его потрогать и загадать какое-то желание. Интересно, что до того, как у Гейтсхеда появился вот этот вот ангел, которого здесь построили в 98 году, на эмблеме были самые разные картинки, скажем так. Вот здесь были какие-то ворота, собственно, Гейтсхед, да? Гейтс. Здесь был козлик. Козлик был. Очень, кстати, симпатичная была эмблема. Но в итоге, в общем, решили вот эту эмблему оставить. Angel of the North. How many games during the season you do? I go to every game. Every game, home and away. Well, last season I missed one game, but I'm 26 and I started coming in 2011 and today was my 509th game. So that's quite a lot. Ну и мы с Настей решили присоединиться к болельщикам Гейтсхеда на выезде в нашем любимом Уокинге. Мы пришли. Смотрите, вариант. Болельщики Гейтсхеда. Нас немного, и мы пьем пиво. Ну вот мы сегодня такие с парнями, которые приехали. Кто из Гейтсхеда, кто из Донкастера, кто из Питербора. В общем, отлично проводим время и ждем Настю, потому что Настя села на другой поезд, она немножечко опоздала, и села на другой поезд, который едет очень медленно. Yeah, your ticket already been scanned. Yeah. Yay! Итак, Настя с нами! Наконец-то! Вот. И мы идем сейчас опять к болельщикам Гейтсхеда. Я сейчас расплачусь, я не была здесь столько лет. Да. О, началось, Sweet Memories началось. Вот, пожалуйста, вот это Inside, это Гейтсхеда. Первая еда за день, вообще говоря. Меня напоили болельщики Гейтсхеда. Настя пришла поздно, очень предусмотрительно. Что случилось? Почему так долго? Потому что задержались. Во-первых, потому что я проспала, а во-вторых, поезд, на котором я ехала, задержали достаточно сильно, и мы очень долго ползли между каким-то городом с непроизносимым названием, и, собственно, вот. Понятно. Уокингом. А мы пока пили с болельщиками Гейтсхеда away days, you know. Вот, поэтому да. Поэтому, собственно, картошка, чиз-чипс. Спасет, я надеюсь. Что мне туда делать? Кетчуп? Майонез, что хотим? Там уже что-то происходит. Но мы не можем выйти. Вот она, наша трибунка. Болельщики Гейтсхеда. Ну что, мы на трибуне Гейтсхеда. Здесь есть одна сидячая, одна стоячая. На стоячей гораздо прикольнее, потому что на сидячей там 3, 5, 6. Ну, что-то около 12 человек сидит. А тут нас гораздо больше и веселее. Это мой коллега, он снимает блог. I started supporting Gateshead in 2011. I started doing the videos about only a few years or so ago. It's just something I've always been interested in maybe starting up, so it's just finding the confidence to do it. Уокинг сейчас на 20-м месте, а Гейтсхед на 10-м, поэтому, в общем, фаворит, наверное, Гейтсхед. Уокинг забил, вара тут нет. Говорят, что офсайд. А вот и второй гол, Уокинг забил. Favorite thing about away games?
I think it's just the camaraderie, just meeting up with people before a match, just having a bit of a crack on, laugh in a pub and that kind of thing. Obviously what happens on the pitch is never guaranteed, but as long as you make the most of it, sort of around the game, then you can make some pretty good days out of it. Away days. На самом деле, это не то чтобы наш первый раз, когда мы идем на away end. И, кстати, интересным образом, наш один из первых away endов был в Оксфорде. В Оксфорде, когда нас отжали фанаты Уокинга, да. Фанаты Оксфорда. Ну, не то, чтобы фанаты Оксфорда нас хотели. Посмотрите его обязательно. Вот там все очень пьяные. Здесь пьяные пока что не мы. Удивительно. Но мы очень стараемся, мы едим много картошки. Да, чтобы не опьянеть. Вы знаете, Уокинг забил третий, причем совершенно неожиданно. Third goal for Woking in the 61st minute, scored by number 6, Jamie Andrews. Неудачный получается выезд для Гейтсхеда. Это просто какой-то кошмар. Но, как сказал нам один из фанатов Гейтсхеда, в принципе, неважно, выигрываем мы или проигрываем, все равно весело. Хотелось бы, чтобы им хотя бы гол забили, вернее, нет, не им, а они забили гол. Гол престижа, да. Чтобы хотя бы фанатам хоть как-то можно было порадоваться. Да, порадоваться. In the 74th minute, his first for the club, number 12, Josh Asili! Не ожидали мы такого, конечно, 4. Мне очень нравится, как за нами снимают флаги, и все разочарованы, все уже уезжают. Никто не надеется на камбэк. Какой камбэк 4-0? Ну ладно, этого никто не ожидал. 5-0. Да, это было неожиданно и болезненно, и мне очень жалко фанатов Гейтса, с которыми мы сидим. Paul told me that actually it doesn't matter if you win or lost, you still have a good time. Is it true, or he is just like saying it just because? Yeah, it's true to a degree. It's you try to make the most of it. I mean, sometimes you can have good days that are ruined by 90 minutes of football, but that's the same for any team, isn't it? Pretty terrible. They were better than us. Ну что ж, на самом деле, конечно, очень обидно за Гейтсхед, потому что я к ним очень прониклась, но, с другой стороны, очень радостно за Woking, потому что это один из первых клубов, про которых я что-то снимала. Подписывайтесь, ставьте лайки, это был немножко необычный выпуск, надеюсь, вам понравился. На это все, пока-пока.